Всем привет! Тема сегодняшнего будет расклада у нас «Я и он». Что дальше? Также хочу сказать, для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо пишите в Instagram. Продолжение будет находиться на YouTube-канале «Империя Таро». Так, загадайте своего мужчину. И поехали. Так, как на сегодня настроен ваш мужчина на вас? Ну, как он настроен, да? Что все, скорее всего, ваши отношения здесь закончились, да? Мужчина внутренне раздавлен, внутренне убит, разочарован. Помимо этого, скорее всего, пытается, наверное, как-то все равно продолжать жить, да? Пить, гулять, с другими женщинами общаться. Ну и на вас, я вам скажу, конечно, с вами ему было хорошо. Скорее всего, вы были в любовном треугольнике здесь. Так, как еще на вас настроен ваш мужчина сегодня? Так, здесь мужчина на вас настроен эмоционально, очень эмоционально. Я вам объясню, почему. Да, чувство у него к вам есть, однозначно. Но, я так понимаю, то, что женщина здесь больше не слышит своего партнера, а мужчина хочет за счет вас, да, самоутверждаться. Соответственно, здесь мужчина яркий, харизматичный, помимо этого. Знаете как, здесь только должны быть его правила. Вы должны к нему прислушиваться. А здесь, я так понимаю, то, что у вас отношения закончились, и, соответственно, вы никак не реагируете на этого мужчину. Как он на вас сегодня настроен, ваш мужчина? Если это ваш бывший супруг, либо мужчина здесь жена, все равно он как-то переживает, да? Переживает то, что вы от него отдалились, да и он сам здесь отдалился. Помимо этого, здесь мужчина вообще идет такой, знаете, ну, земной. Денежки очень любит. И делиться здесь нет, не тот товарищ. Здесь мужчина такой вот собственник, да, прижимистый мужчина, жадненький такой вот. Но он на вас как настроен сегодня? Страхи какие-то мучают. И даже не исключая, если вы можете ему сниться по ночам, да, может, все равно переживает. Потому что здесь с вами уже все, произошел конец, убит мужчина. Причем эмоционально переживает. Как еще он на вас сегодня настроен? Вы, я скажу, что вы его собственность. Не хочет он вас здесь терять. Любовница, жена, неважно. Вообще для него прекрасно, если вы, предположим, смотрите на любовника, да, своего, то ему надо, чтобы оставались и супруга, и вы. Если вы супруга, соответственно, ну, чтобы любовница была и вы, понимаете? Он как-то все равно хочет сохранить. И еще могу добавить, да, если вы супруга, он может скрывать от вас еще одну женщину. Понимаете? Здесь мужчина-собственник. Так, как на вас, так, что на вас сегодня думает ваш мужчина? Так, что он у вас сегодня думает? Ну, знаете как, он бы, конечно, не прочь был бы. Понимаете, что он о вас думает? Ну, во-первых, вы уже изменились, да? Может быть, раньше, да, вы как-то с ним сотрудничали, помогали ему. Понимаете, что и рядом он с вами был здесь вот, как мужчинка на коне, вот такой победитель. Но он о вас что думает? То, что все теперь, все изменилось, понимаете, что не будет он в ваших глазах тем самым победителем. Также не хотите вы с ним сотрудничать здесь. Все изменилось здесь. И тем более еще говорю то, что, возможно, у вас отношения такие цикличные, то врозь, то вместе. Понимаете? Что он еще о вас сегодня думает, ваш мужчина? Что, понимаете, что вы от него закрылись. Здесь закрылись. Кстати, он хочет с вами как-то здесь помириться. Но, во-первых, он понимает, если у вас есть общие дети еще, о детях тоже может думать, но... Понимаете, что вы выбрали уже будущее. Вы пошли в свое будущее. От него вы здесь отвернулись, закрылись. Возможно, то, что здесь блокировка, да, с обоих сторон. Но все равно мужчина, я вам скажу, конечно, он как-то к вам расположен. Может, даже хочет, знаете, как предложить вам дружбу. Но все равно общаться с вами хочет здесь мужчина. Так, а чувства вашего мужчины на сегодня? Ах, злость на вас, злость, конфликты. Понимаете, что... Здесь мужчина злой. Если это ваш бывший супруг здесь, да, ну, может, даже и настоящий, все равно злость на вас. У него есть внутренний конфликт, потому что он потерял здесь свою стабильность. Понимаете, что? Независимо от того, любовница, супруга, на вас здесь мужчина очень злится. Очень. Причем, знаете как? Вот люблю и ненавижу. Вот что-то из этого, да? Так, еще и ревность есть, конкуренцию какую-то испытывает этот мужчина ваш. Так, какие еще чувства на сегодня к вам? Вот такие чувства. Что, понимаете, что, скорее всего, здесь мужчина вас предал, после чего вы его нахрен здесь выгнали.
Такое тоже не исключаю, да? Здесь женщина вообще его не подпускает, не видеть, не слышать не хочет. Женщина здесь с разбитым сердцем. Соответственно, и вы ему разбили сердце. Почему? Потому что у вас мозги появились. Понимаете, что? Вот так вот. И он вас сейчас побаивается, боится. Понимаете? Потому что с вами договориться здесь невозможно. Вам лапши на уши уже здесь не повешать. Поэтому, соответственно, боль есть боль, что он такую женщину потерял. Понимаете? Так. Итак, давайте будем смотреть, что же у вас будет дальше с ним, с вашим партнером. Ну, женщина здесь после предательства, понимаете, что здесь вы для себя поняли одно, для себя выбор вы сделали. То, что такая хорошая, да, такую хорошую, к сожалению, предали, возможно, из-за другой женщины. Не исключаю, да. Но то, что здесь еще мужчина понял, то, что он поражение было, понимаете. Что же вас ждет еще дальше? У мужчины никак не получится. Понимаете, здесь мужчина, он сейчас себя ощущает сам по себе жертва. Ну и жертва не хочет, жертвовать ничем не хочет. Понимаете, что здесь мужчина манипулятор, здесь мужчина вот такой, да, любит свои права качать. Понимаете как? Но жертв он не будет приносить ради ваших отношений. Он таким же будет дурачком здесь. Понимаете? Относиться ко всему легко. Я вам скажу даже, он может сейчас на данный период времени, вы как с ним не общаетесь, да? Он показывает вам, что ему вообще все равно. Но это манипуляция, понимаете? И что он вообще не готов идти ни на какие жертвы ради вас. Так, что еще будет дальше между вами? Ну, скорее всего, здесь либо мужчина был женат, либо это ваш бывший супруг. Отдаление, понимаете, что вы поймете, если вы его были супруга, вы для себя поймете, что здесь, например, ловить больше нечего. Все. Была семья, нет семьи. Здесь холод будет друг к другу. Причем вы, возможно, не отстранились друг от друга здесь. Понимаете? Хотя я вам скажу, вы для мужчины все равно, как ни крути, да, вы для него являетесь семьей, родным человеком. Вот он сейчас, например, так думает, да, что все равно чувства такие к вам, что родной человек, который просто покинул его и сейчас может даже на вас смотреть, знаете, как вы для него сейчас такая недосягаемая звезда, которая, знаете, чересчур на себя корону надела, такая высокомерная. Вот это тоже есть такое. Что еще вас ждет дальше между вами, что будет? Так. Ну, здесь мужчина будет уходить от проблем. Мужчине тяжело с вами, понимаете, что он такой вот. Когда вот какие-либо проблемы, здесь на него рассчитывать нельзя вообще. Как только какие-то проблемы, он сразу убегает. Вот здесь очередной его будет побег. Он уходит от всяких проблем. Так, еще что дальше? Ну, здесь мужчина принял позицию, да дальше обижаться на вас. Понимаете, что, скорее всего, здесь женщина не признала его, женщина здесь закрылась, ну и мужчина выбрал позицию здесь закрываться, обижаться. Ну что, и еще могу добавить, да, ну вы же не просто так здесь закрылись, да, за предательство, за такой удар. А мужчинка, наоборот, ну он здесь трусоватый, понимаете, трус здесь. И для него лучшая позиция, да, показать вам, продемонстрировать, что не ты обиделась, а я здесь обиделась, я от тебя закрылся, это я сделал выбор. Но на самом деле здесь выбор сделала женщина. Как бы это ни казалось бы. Что еще будет между вами? Знаете что? Через какое-то время все равно мужчина захочет с вами связаться здесь. Может сообщение прийти от него. Понимаете? Но вы уже здесь в его сторону не смотрите. Понимаете что? А вот мужчина, если у вас есть общие дети, то он будет интересоваться общим ребенком. Но и вами здесь. Понимаете? Так, что еще ждет вас в ближайшее время? Так интересно. Мужчина, скорее всего, еще захочет с вами то ли помириться. Но здесь однозначно, вот что-то он хочет с вами связаться, может, общение захочет, понимаете, общаться с вами. Действовать как-то начнет в ваш адрес. Ну, а вам это уже не надо будет, потому что уже все. Может быть, понимаете, здесь 50 на 50, вот так лучше скажу, да. Кто-то, наоборот, да, после долгого, да, ожидания помириться с ним. Ну, а кто-то скажет, извини, я долго ждала, и все. Так, что еще ждет вас в ближайшее время? Понимаете, что здесь между вами, возможно, здесь был конфликт. У вас здесь кармические отношения, скорее всего, непростой здесь союз, да. Все равно кто-то из вас здесь примет решение. Я так понимаю, что здесь мужчина, наверное, да. Все равно здесь мужчина захочет узнать какую-то ясность, понимаете, ясность в эти отношения внести, да, уже чтобы исцелиться. Он устал уже здесь защищать свои границы, тоже как-то отстаивать. Да. Так, давайте посмотрим, а что здесь высшие силы, что высшие силы доносят, что вас ждет ожидать дальше.
Знаете, что здесь? Скорее всего, здесь женщина, да, мужчина появится, женщина не даст ему шанса. Понимаете, здесь, хотя притяжение есть здесь, но здесь женщина. Понимаете, что вам высшие силы дадут шанс, да, с ним вместе быть. Примирение какое возможно, но здесь женщина, почему-то она отказывается от этого. Так, почему вы откажетесь от этого шанса, интересно? Потому что вы императрица. Почему еще? А потому что, знаете, что, скорее всего, да, вы сами на него обижены здесь. Женщина здесь обрела силу, да, уважение к себе. И понимаете, что... И вы для себя вот будете думать, нужен он ли мне такой вот. Он до меня еще не дорос, ему расти и расти. Понимаете, что... Здесь будет зависеть от вас, захотите вы его или нет. Но мужчина здесь, я вам скажу, но как-то вот будет то ли конфликтно настроен будет на вас. Подождите, что этот принц жезлов, что он хочет вам донести? Понимаете, что? Что он будет готов вкладываться в эти отношения. Но вы же в нем не нуждаетесь уже. Понимаете, что? А он о вас мечтает, и эта ситуация его злит. Почему? Потому что, не выбираете вы его. Вот кто хочет с ним помириться, помирится. Ну а кому не надо, тот выберет себя здесь. Женщина здесь самодостаточная, здесь сама императрица сидит, которая выросла уже, уважение к себе есть, понимаете, что? А он до вас еще не дорос. Понимаете, что теперь, как говорится, все козыря в ваших руках. Принимать вам решение, нужен он вам или нет. Тем более здесь такой вот у нас товарищ, который любит треугольники, который предал вас, который уничтожил эти отношения, который, знаете... делает так, как ему выгодно, и вы еще должны будете прислушиваться к вам, но ему же с вами будет здесь тяжело. Почему? Потому что вас же здесь не сломить. Вы уже не та дурочка, понимаете, что? Вы же уже все самодостаточно, вы выросли в своих глазах, и он это видит, то, что вы выросли, вы другая. Понимаете, что? Он даже здесь готов работать над отношениями, вкладываться, он об этом мечтает, понимаете, что вот вы такая самодостаточная, красивая женщина, супруга, любовница, подруга, неважно, что вы на него хоть обратите внимание. А вот вы на него не обращаете внимания, да, он о вас слухи здесь распространяет, следит за вами, информацию какую-то о вас собирает здесь. Понимаете, что? Ну, решение остается, конечно же, за вами, нужен ли он вам такой или нет. Мужчина здесь двойственный, понимаете? Но он понимает прекрасно, что он вас здесь потерял. Потеря здесь. Итак, мои дорогие друзья, также хочу вас поздравить с праздником. Сегодня Рождество. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Берегите себя, своих родных. Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp либо Instagram. И скажу вам до скорой встречи.